Меня слышно? Всем видно? Значит, о чем я буду говорить? О политике, об энергетике, о взаимоотношениях, об ЛГБТ, о практике и так далее. А лет 20 назад хора обозвали сектой. Это сделал человек, который рядом с церковью крутится. Он сам не церковнослужитель, но рядышком. Что-то ему в хоре не понравилось. Эта история происходила в Новосибирске, в городе ученых. Смысл сводился к тому, главная ударная мощь, что хора пропагандирует условно медитацию. А медитация – это нечто такое, которое выводит внимание ум православного человека в некие темные дебри. При этом само это место находится там, где живут буддисты. И медитация для них то же самое, что для христиан молитва, молитвенность, пребывание в молитвенности, даже не сама молитва. Это лет 20 назад. Значит, что это за люди? Радикалы. А радикалы от религии. Последнее радикальное, нет, вы не замечаете, а я это видел и в 90-х. Приведу пример из собственной жизни. Я об этом не говорю, а вам говорю, чтобы вы были в курсе. Я 1 или 2 раза в своей жизни заходил в магазин. Захожу в хлебный магазин, чтобы купить хлеб, мне хлеб не дали. И когда говорят, вот мы русские, самые хлебосольные, самые и так далее, да, это правда. Но и такое есть. Кто-то, значит, им мозги вывернул. Но это 90-е годы, тогда шла война с Чечней, ну, а я, как видите, по выражению своего лица, не очень-то похож на славянина. Не славянский типаж лица. Так что это простительно, но радикализм, он легко внедряется среди людей. И в основе радикализма это традиции. Кто блюдет за традициями, кто их охраняет? Священнослужители, религия. Где самые страшные радикалы? Вы думаете, фашисты? Нет. Опять-таки, в религии. Для чего нужны религии и традиции? И какую традицию священнослужители отслеживают? Та, которая называется национальная. Но если есть религиозный фашизм, значит, он будет и национальным. То есть станет нацистским, рано или поздно. Это такой боевой отряд. Вот. В принципе, это боевой отряд псов, которые находятся и в самой церкви, и вокруг церкви. Это может быть мусульманская религия, это может быть христианская религия, это может быть любая религия, и без псов никак не обойтись. Они за всем блюдут. У вас в это время президент заходит в зал дзюдо, понимаете, как положено, с поклоном, то есть соблюдает ритуал. Опять-таки, ритуал у них связан с дзеном. В переводе на европейский язык дзен стал медитацией. Никакого отношения это к медитации не имеет, но тем не менее. Дзен не имеет никакого отношения, ну, такой побочный. Но решили, что медитация и дзен это одно и то же, это не одно и то же. Но тем не менее он соблюдает их ритуал, их религию, их традицию и относится к ней с уважением. И вот этот вот пес у церкви обозначил меня как человека, который распространяет, в общем-то, медитацию или уводящий ум православного человека в некие темные дебри. Сегодня, уже спустя столько времени, кто из вас поверит, что медитация – это радикализм? И уводящий ум православного человека, христианина или мусульманина в некие дебри. То есть я это говорю специально, чтобы вы понимали, жлобству очень легко проникает. Особенно пугают такие слова, как многобожник, идолопоклонник и так далее, сектант. В общем-то, сектант в христианстве – это вот эти самые радикалы, секты. И вообще любая христианская религия, любая, которая в мире существует, это секта. Единственная не секта,
Это Иисус Христос, Спаситель. Он не секта. Он наш дом. Христиан. Дом христиан. Он наша церковь. Вот в чем дело. И когда каждый пытается примерить на себя и сказать, мы лучше, чем вот эти. А вот мы от такого-то апостола. Да, вы от апостола. А те другие не от апостола, а от какого-то, продвинутого. Ну, а есть те, которые напрямую от Христа. И вот те, кто напрямую от Христа, это апостольское в итоге распространение от учеников религии. Потому что напрямую понять его очень сложно. Понимаете, есть очень продвинутые умные люди, и им кажется, что они дословно знают, что он хотел сказать, или что сказал, пытаются его, как-то объяснить. И вот где-то лет 10 назад, плюс-минус, появился следующий, более грамотный. Это уже из священнослужителей. Ничего плохого не сказал про хора, про меня, но оперся вот на этого самого, на эту самую псовую личность. Я его специально так называю, распространится. Любой радикал для меня – это пес. Христианин ли он христианский пес. Мусульманин ли он мусульманский пес. Они все для меня псы. В любом обличении фашизма. Псы. Я родился в интернациональной среде. Моя религия – интернационализм. И я не знаю ни одного апостола или Христа взять выше, чтобы кто-то из людей не смог объяснить и сказать, что вот Иисус – это национальная религия. Вообще какой национальности? Он вне этого, он над всем этим. Он мировая религия. Он вселенская религия. Как можно сказать на пророка, что вот он просто араб и все? Невозможно это сделать. Потому что это вселенское учение для всех, а не только вот для арабов. А разделение происходит потом на национальные секты. Национальные секты – это национальная традиция. Через нее люди выживают. И, соответственно, религия видоизменяется под свою собственную нацию, под свою собственную традицию. Но она не является основополагающей в этом мире. Ни одна нация не является главной. Но каждая нация через свою религию так или иначе стремится показать свое верховенство. Причем это делает безостановочно. Как только вы видите такого человека, вы должны понимать, что это не просто человек-националист, человек, который придерживается своей нации, готов за нее умирать, побеждать, драться и жизнь свою класть. Но это еще человек, будем так, направленный в сторону радикализма. Мы лучшие, это неправда. Я лучших не знаю. В этот мир пришел буддизм. Европа не родила ни одного Будды за все это время. Не родила ни одного совершенного, сверхпродвинутого йогина. Во всем европейском мире. Спрашивается, а в чем дело? Может быть, что-то за этим скрыто? Что случилось, что ни один не просыпается? Вот. А причина простая. Нам кажется, что если мы не информированы, значит, мы находимся в знании. Это не так, это неправда. Правда заключается в том, чтобы информация была свободной. Слышите слово? Свободной. Чтобы ею могли пользоваться. А вот истина, правда, не может стать истиной. Потому что в истине пребывают, в ней живут. Вы понимаете? И из нее исходит правда. И эту правду от истины мы называем истинной правдой. В итоге, такую правду, уже высказанную слово, каждая нация примеряет на себя, подстраивает под себя, объединяет и прочее, прочее, прочее. И уже вот сам священнослужитель, очень грамотный человек, мне понравилось, как он обо мне говорил, мне понравилось, как он это делает, как он говорит. Ничего дурного не сказал, но тем не менее обвалял. Так, про между прочим. А главное слово, жесткое слово, которое там видно, прям его всколыхнуло изнутри, это термин, который я применяю в доме отца моего.
Этим термином в доме Отца Моего пользовался Иисус Христос. Он имел в виду в доме Отца Моего, говоря, по Отца Небесного. Внимание! Как вы думаете, когда он говорил в доме Отца Моего, он руки держал вот так или как-то вот так? А может быть вот так? В доме Отца Моего. Точно указывает пальцем вверх. Одним пальцем. Не двумя, не тремя, а одним. А Отца не может быть два или три. Он бывает один. И если он говорит Отец Небесный, это мусульманский жест. Это жест, который все мусульмане применяют в своей жизни. По-другому тело не разговаривает. А я специалист по прочтению, условно говоря, или по погружению, или по пребыванию в собственном теле. Только таким образом я мог сказать в доме Отца Моего. Я сейчас начну этот жест, этот термин и это само понятие менять в пространстве в доме Отца Моего. Здесь ваш разум, здесь ваша память. В доме Отца Моего. Посмотрите. В доме Отца Моего. Все видно, куда я показываю. Вот никто не знает, откуда появился крест. Каким образом он здесь оказался. Но тело читает вот таким образом. И вот я, когда говорю в доме Отца Моего, что за этим термином в доме Отца Моего скрыто, спрятано от людей? Я все-таки человек с Востока, и для нас нормально говорить в доме Отца Моего. Или я приехал к своему брату, он живет в доме, который построил отец, или наш прапрадедок, да, и я приезжаю не к нему, не к брату своему, я приезжаю в дом отца своего. Вот в чем дело. Что это значит? Быть в доме отца своего с братьями и сестрами. Это церковь. Это первая церковь или первые собрания, где братья как бы не ругались, братья и сестры между собой как бы не ругались, в доме отца успокаиваются и пребывают в духе, в покое. Чтобы решить какой-то вопрос, они общаются в пространстве их отца, более мудрого, который их породил, и они ищут у него спасение. Как это выглядит на теле? Если бы я сказал, в доме Отца Моего. В доме Отца Моего. Не по-другому, там, где живут братья мои. Как это выглядит? Вот так, по-вселенски, в доме Отца Моего. Если показывать пальцем вверх, как многобожник, да, там наверху главное светило, от света которого все, что есть в этом мире, живет, нуждается в его тепле и свете. Таким образом, это природа, или природная часть, природная составляющая, да, без чего наука современная не живет. Таким образом, многобожники и современная наука, только здесь и есть душа у многобожников, а здесь ее, этого понятия, уже нету. Таким образом, современная наука, она бездушна. И религия четко разделила эти понятия. Вот это наша территория жизни, а это ваша территория. И худшая территория – это многобожники. Худшая территория – это многобожники. А многобожники – это основа науки. Это природа. Таким образом, нас от природы отделили. Нашу природу подчинили. Как развивается природа? Через банальный секс. Да, только в природе ломают друг друга рога, убивают друг друга, чтобы быть главным, быть альфой, и потомство шло от него. Таким образом, это звериная сила. Природа – это в таком аспекте несет звериную силу. А как эта сила выглядит по природе, если я подхожу к мастеру, и мне надо что-то ему сказать? Пример. Я хочу говорить с своим отцом. И я сейчас технику
который передаю через Татьяну Владимировну, у нее самый большой опыт, это 25 лет как минимум. Она в этой системе. Надо себя остановить. Тело мастера – это остановка. Это навеки, на вечные времена, посмотрите, и сын, и ученик. Это очень просто. Если показать, даже никто не поверит, что это за практика такая. Вот весь жест. Ничего сложного. Весь жест. Вот. А сейчас я вам попробую слегка прочитать. Это готовность действовать мгновенно и быстро, но это остановить себя. Потому что ты стоишь перед старшим, посмотрите, и я это называю телом мастера. То есть ученик, это обычные вот две руки, вот, там, где они остановились, там и остановились. Эту технику Татьяна Владимировна вам начнет показывать. Еще раз посмотрите внимательно. Я чуть-чуть наклонился, чуть-чуть. Я не бегу, то есть я не сгораю, как спортсмен. Понимаете, который это фальцарт. Это остановить себя и готовность одновременно. Мой рост изменился, я готов двигаться в любой момент. И если я здесь стою, мои руки все становятся все жестче и жестче. И все пластичнее и пластичнее. То есть тип тела моего изменился точно так же, как по природе меняется у зверей. Их центр веса занижается. Но я же не зверь. Мой центр веса тоже занижается. Это почтение, почтительность перед старшим, которая внедряется среди людей, и люди об этом не знают. Сын называется. Вы понимаете, все не так сложно, как кажется. Итого я вам показал, как выглядит отец, как выглядят братья, дом отца, и как выглядит сын или мастер в теле. Это вот так, три центра. И эту практику мы шаг за шагом выполняем, исполняем. Я ничего не ищу. Все, что заложено в природе, да это же то, что в природе, и то, что среди людей. Как некая метафизика, духовная метафизика, потерянные, утерянные, или разделенные, или убитые среди многобожников. Даже церковь ставится на капище. Вы понимаете, кто это? Там внизу. Вы же на нем стоите. Кто это? А это наши прапредки. Мы на них стоим, мы на них поднимаемся. И сам поклон, вот такого рода, это именно это. Так сказать, попробую еще раз. Посмотрите, поклониться может кто угодно. Это не поклон, это готовность к действию. Знаете, готовность к действию. А выглядит как поклон или останови себя. Останови. После этого мои руки дальше какой-то территории не выдвигаются. Я их при всем желании не смогу протянуть. То есть очерчен круг. Смысл круга: я в доме отца своего, я в теле отца своего. Смысл транса, эволюционного транса. Значит, я вам показываю, как выглядит религия многобожников, которые вроде бы знали, а может быть и не знали. Как выглядят религии единобожников, которые все эти центры обозначили. Кстати говоря, и многобожники тоже эти центры обозначили. Ну, буддизм без этого центра вообще невозможен. Индуизм без этого невозможно, а этот центр вообще присущ всем. Значит, у нас что? У нас своя метафизика, понятная тем, кто получил европейское образование. Потому что если говорить на восточном языке, или так, как принято в доме отца моего, будет сложно понять. Где-то лет 40 назад, плюс-минус, мне видение. Пространство и больше ничего. Пространство и бесконечность. И я слышу голос или глаз. Понимаете, как он звучит? Ты в гору зайди. Что такое в гору зайти? С одной стороны это тело, а с другой стороны это труд. Землю взрыхли. Что это значит, земля? Да, это подготовить тело. А
Если земля зарыхляется, для того, чтобы туда что-то положить. Какой-то деревце, какое-то семя и так далее, и так далее. И далее. Ты семя в землю клади, глаз не уводи, следи. Лишь только зайдет звезда Альтаира, понятия не имел, кто такой Альтаир. Вообще. Где я, где Альтаир. Лишь только зайдет звезда Альтаира, пробьется росток и вверх поведет. Глаз не уводи, следи. Попробуйте глаз не уводить. Для этого требуется постоянная концентрация внимания. Постоянная концентрация внимания. Постоянная готовность и обездвиженность. Даже если вы двигаетесь, вы обездвижены все равно своим вниманием внутри себя. Вот такой несложный расклад. Лишь первый луч солнца коснется его, город гуру очнется и гимн запоет, тогда ты спасен. В принципе, я этого и придерживаюсь. Мы это и делаем. Мы и в гору поднимаемся, и землю зарыхляем, и так далее, и так далее. То есть это читается все телом. Как выглядит отец, я вам показал. Что значит? Дом отца моего, сказанное не мной. Как это выглядит среди людей, что такое дом отца? Кукушка. Или как? Там в мозгах что-то есть? Вот. Вот дом отца. Знание, память, передаваемые им. И вот дом отца, потому что движение к вашему собственному уму, к вашему разуму лежит через внимание. Ключ к вниманию – это ваша рука. Потому что это тот инструмент, которым человек пользуется, зверь пользуется по-своему, человек пользуется по-своему. И получается, что рука – это главный инструмент, который связан с силовым центром, как крыло у птицы. Любое животное приседает. То есть она этот центр усиливает. Этот центр у нас обозначен сцен. Значит, мы так это и должны понимать, что рука связана с сыном или силой. Не обязательно обозначать это сын. Если человек, допустим, буддист, для него это вторая чакра. Она находится вот здесь, ее центр. Когда он правильно занижен, он правильно работает. И благодаря им, или многобожной религии, я смог понять, насколько важен этот центр. И насколько важен этот центр благодаря индусам. Еще раз про себя. Я родился немножко, двигаясь по-другому. И, естественно, как нормальный Маугли, стремился быть таким, как все остальные. Я нормальный Маугли. То есть я начинаю подражать человеку, как точно так же, как делаются все люди. Родился бы я, будем говорить, среди гусей, я подражал бы гусям. Так устроен человек. И вот эффект Маугли. Соответственно, естественно, это внутренний конфликт, когда одно тело не может жить с другим телом, не может смириться. Это конфликт двух тел. Ты должен быть таким, а твое тело движется по-другому. Оно не хочет тебя слушать. Потратил, где-то лет 25 на этот конфликт. Чем он опасен? Вот. Понятно, это быстрые действия. Ты еще не успел подумать, а руки уже сделали. Выглядит это не очень хорошо. Насколько нехорошо, это опасно. И в динамике я показал или обучал людей, как не приносить вред, чтобы твои руки перестали быть смертельными, чтобы ты в самом смертном варианте не мог нанести человеку вреда. Ты мог его оставить в самый последний момент, когда его уже отправляют в мир иной. Так можно на видео посмотреть. Там не все, но там достаточно для того, чтобы понять, что происходит. Цель одна была. Чем быстрее убрать противника, тем лучше. Это высший пилотаж. А когда руки научаются не приносить вреда, вы освобождены от звериного. Руки уже не могут принести вреда. Вы от него освободились не на словах, а на деле, конкретно и практически.
Вот. Могу ли я назвать себя таким образом мастер? Да, я мастер, который не может принести вреда. И вам объяснил, как выглядит само понятие «дом отца». Дом отца – это первая ваша церковь. Если в традиции этого нету, значит утерян дом отца. А если вы знаете дом отца, то вы знаете точно, куда ушел ваш отец. Он ушел в дом своего отца. Потому что он нас породил. Без него мы ноль. Никто. Чтобы мы в этом мире появились, нужна была гравитация. Но без гравитации сама по себе это еще ни о чем. Нужно было, чтобы появилось магнитное поле Земли. Это поле, которое есть у нас, у всех людей, есть у мух, у зверей. И это поле обычно путают не то с астральным телом, не то с душой. Что такое душа, толком никто не знает. Но что такое магнит и что магнит носитель информации или памяти, я думаю, уже сегодня все знают. Таким образом, если происходит, человек научается контролировать свой гравитационный живой центр, он вступает в взаимодействие, прямое взаимодействие с гравитацией Земли, у которой свое магнитное поле. Куда вернулся этот человек? Или дом отца своего, или дом матери своей. Но здесь же две энергии. Одна из них материнская, уж точно, а другая от отца. Магнитное поле. Уберите его, и вы станете беспамятными. То есть, чтобы прийти здесь, рай на земле, в рай на земле, войти в дом отца, на земле, вот здесь, врата должны открыться через это поле, через ваше собственное поле. Вы сами являетесь ключом ко входу в это информационное пространство жизни. Еще раз, информационное пространство жизни. Что еще это дает? Эволюционный транс. Вот это три единства. Эволюционный транс. Вы ускоряете процесс эволюции. Все. Больше ничего. То есть она из медлительного состояния начинает быстро сжиматься, потому что она попала в ведомство сознания. И ваше внимание с ним стало одним целым. Вы пребываете, если вы на земле, рай, дом отца вашего. Вот приблизительно так. Это в нашей практике, с совершенно другой стороны, о которой тоже уже пора знать. Все. Я все сказал. Пару слов вам скажу, откуда все начало расти, вся эта презентация. К мастеру подошли люди и сказали, что трек, который я вам даю, он изменился. Он стал более силовым, а раньше он был как бы разделен прям медленный, быстрый, а сейчас это как-то более-менее объединилось. Все раньше помнят, да? У нас были быстрый, медленный, два ключа. Один построен на адреналине, другой на энергии роста ребенка. Но так как практика изменяется, она персонализируется. Персонализируется в чем? В том, что как бы сейчас в данный момент молодые лидеры у меня проходят обучение трансатлетике. Трансатлетика – это подготовка к силовому треку, в принципе. Ну, как бы основа такая. Работая в этой программе, во мне начинает все синтезироваться, и оно выходит вот таким вот образом. Ну, вы, ребята, подготовлены, с вами как бы проще. Вы все-таки 10 лет со мной, поэтому с вами можно как-то работать. Вот, поэтому вот такая происходит персонализация. Мастер говорил также ребятам о том, что как сохранять баланс в этом. Почему изменяется? Изменяется, потому что идет более глубокая погруженность. Более глубокая погруженность, она сопровождается чем? Как ее удерживать? Он на прошлом кемпе ребятам рассказывал о руке. Если посмотреть, вы можете все попробовать сделать. Вот такая рука, расслабленная рука, она мертвая рука, в ней нет жизни.
Ну, как на физическом теле, да, нужна расслабленность. В спорте нужна расслабленность, чтобы скидывать напряжение какое-то. В массаже нужна расслабленность, да, но в этой руке нету жизни. А вот в этой руке, да, в такой руке, есть жизнь. Это рука ребенка. Там идет течение другой энергии. И чтобы мне двигать этой рукой, мне нужно проявлять силу, да, или усилие всем телом. Это другой тип усилия. И чтобы сохранять баланс вот в такой погруженности, человек, который занимается практикой или ведет трек, или еще что-то, он должен все время отслеживать эту руку, чтобы быть в постоянной погруженности. Таким образом, трек меняется, хотите вы или нет. Я могу вернуться к старому треку, естественно, может быть, так оно и будет, там, более, если мы когда-то вернемся, все-таки или нет. Вот. И мастер говорит, и все, например, знают, что обычно, когда строится техника, техника строится вот таким образом. Мы видим верхушку айсберга, да, самую сложную, берем силовой трек или просто трек, да, быстрый, медленный. Дальше идет транспорт, потом идет трансфит, работа на стуле для взрослых, и также трек на стуле для взрослых, хотя молодежь очень как бы любит трек на стуле. Почему? Потому что у кого есть проблемы со спиной или еще с чем-то, вы сидите плотно, уперевшись в стул, ваш позвоночник опорен, ваши ноги опорны, то есть вы уже не теряете опору, вам легче проявить внимание, и, естественно, ваше дыхание тоже меняется. Все вместе начинает как бы скрепляться. Так вот, вся вот эта пирамида – это вершина айсберга. Но не видно самого главного, то, о чем говорил мастер. Ту технику, которую он обозначил, тело мастера. Так, как он себя чувствует и видит изнутри. Он говорит, я не могу этого объяснить. Когда мы с ним разговариваем, он говорит, я не могу это объяснить. Но вы должны как бы понять и принять это. Что это именно так, как он себя чувствует. Мы немножко, я как бы по-моему, на первом кемпе, когда был дождь, если кто-то помнит, я давала эту технику. Потому что давно еще, когда в 2014 году мы с мастером были в Израиле, сидели как-то в лобби ресторана, что-то разговаривали о практике, он говорит, ну, начал делать эту технику, или что-то я сделал, он зацепился, говорит, вот это сделаешь, пойдем дальше. И я потихонечку с личниками, как бы, с ребятами, которые ко мне приходили на занятия, мои личные как бы занятия, я с ними эту технику отрабатывала. И сейчас этот вопрос поднялся. То есть вот то, что не видно, что является основой во все физические как бы, это самые, как бы, нагрузки, во всю физкультуру, в любой спорт. Вот куда эта техника, например, там, спортсмены будут применять или применяли бы, всю нагрузку этого спорта она начинает проявлять в той практике. Ну, вы сейчас поймете. То есть, таким образом, спортсмен там становится еще более устойчивым. То есть, его техника изменяется, он становится еще более устойчивым. То есть, работа меняется. Так что, вот то, что не видится, не видно, вот это тело мастера. Вот мы сейчас с вами сделаем. Немножечко, буквально там, 5 минут. Ручки на колени положили, уперлись руками в колени, да? Вот эту опору между плечом, рукой и коленом вы должны все время удерживать. Она не должна, опора не должна теряться. Понятно? И будем работать в тазобедренном суставе через усилие. Усилие должно будет все время сохраняться. Что бы вы ни делали, все идет через определенные усилия. От ноги, от стопы. Ну, сейчас поймете, все очень вроде кажущая простота, как все в нашей практике. Но это настолько глубоко. Из этого рождается все, что вы можете себе представить. Любая йога, любой цигун, любая физкультура, любой спорт. Все рождается именно вот из этой основы. Основу, которую мастер говорит, я не могу объяснить, это есть я, это мое тело. Так, как я себя чувствую внутри, снизу до верху. Поехали? Пошли, уперлись ручками. Еще работаем. Раз. Вверх. Через тазобедренный сустав. Раз. Еще. Опора все время на руку. Боковой волну.
человек должен помолчать. Просто сесть и помолчать. Для того, чтобы вся работа, которая произошла, как бы все тело поставило на место, чтобы она там укрепилась. Понятно? То есть идет, там же энергетика задействована, все начинает вставать в правильное русло. И это самое важное. Просто помолчать и посидеть. Без действия. Грубо говоря, в покое посидеть. Понятно? Так что вы молодцы, что вы встали и помолчали. Спасибо.